Всем привет! Я Лилу Мун, и я актриса фильмов для взрослых. В порно я пришла 3 года назад, и на сегодняшний день за моими плечами уже 200 сцен, 100 из которых для крупных студий, таких как Darcel, Sex Art, Reality Kings и многих других. Я даже снималась с Roxy Freddy. Но теперь я начинаю уникальное в своем роде новостное шоу на YouTube Lilу Moon Weekly, где я каждую неделю буду рассказывать вам новости из индустрии, про новых актеров, новые ролики, сенсации и вот этой вот всей индустрии нашей, и вот этой вот взрослой хуй. Мне кажется, это уже достойный повод, чтобы подписаться на мой канал, нажать колокольчик и не пропустить в следующий раз выпуск свежих новостей из мира для взрослых. А если вам нет еще 18, то лучше прямо сейчас закрыть этот ролик и не испытывать терпения родителей просмотром такого контента. А теперь поехали! Сегодня я расскажу вам, сколько времени вы тратите на просмотр порно. Поделюсь ссылкой на самое грязное порн ever, расскажу о скандале с одной американской студией и подведу итоги рейтинга мотелей Pornhub. После этого выпуска вы точно будете знать, что посмотреть. Начнем с занимательной статистики. Если верить данным авторов канала The Infographic Show, порно-сайты на сегодняшний день популярнее, чем Netflix, Twitter и Amazon вместе взятые. Это индустрия с оборотом в $100 миллиардов в год, ведь 35% всех скачек из сети – это порнография. Кстати, один из самых популярных сайтов для взрослых – Pornhub, где, разумеется, и у меня есть профиль. Так вот, они установили, что в среднем мы с вами смотрим порно 10,5 минут, поэтому я решила, что пусть мои ролики не сильно отличаются по продолжительности. Кстати, о Pornhub. В августе прошлого года ребята выпустили так называемое «самое грязное порно». Приличный тизер есть здесь на YouTube. По задумке авторов, видео должно привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты. За каждый просмотр ролика на Pornhub сайт будет делать пожертвования в организацию Ocean Polymers, которая специализируется на сборе пластика в морях и океанах. На сегодняшний день только у тизера на YouTube 3,5 миллиона просмотров. А вы ожидали такой коллаборации от мира похоти и разврата? И несмотря на такие жизнеутверждающие истории, у нас в индустрии случаются серьезные проколы. В середине 2019 года 22 начинающие порноактрисы подали в суд на студию Girls Do Porn, владельцы которой якобы насильно заставляли их подписать контракт и обманули с условиями распространения контента, который они создавали. Изначально владельцы студий обещали, что записанные ролики будут распространяться только на физических носителях на территории Новой Зеландии и Австралии. Однако в итоге они попали на Pornhub и другие тематические сайты. В результате этого стали известны реальные имена актрис, об их деятельности узнали близкие им люди, а самих девушек начали преследовать. Кроме того, у многих из них начали появляться суицидальные мысли, а кто-то даже сменил имя и место жительства. После судебных разбирательств выяснилось, что на момент заключения контрактов девушкам было от 17 до 22 лет. Их привезли в Сан-Диего и разместили в гостинице, где проходили съемки роликов. Перед подписанием контракта их запугивали, поили алкоголем и давали наркотики. Суд предварительно постановил, что руководители студии должны выплатить девушкам $12,7 миллионов, а также вернуть все материалы с их участием и передать им авторские права. В октябре 2019-го Pornhub заблокировал канал студии Girls Do Porn на основании требований ФБР. Следственные органы также предъявили обвинения к владельцу студии, оператору и главному актеру по делам о торговле людьми, мошенничестве и принуждении к сексу. Что ж, судя по моему опыту, это нечастые случаи в нашей индустрии, но они напоминают нам о том, что мы должны сохранить бдительность и серьезное отношение к работе. Всегда читайте условия вашего контракта. К слову о контрактах и работе в целом.
Так как по сведениям Минздрава США 65% населения страны хотя бы раз в неделю смотрят порно, а 96% из них мужчины, то большее внимание, конечно, приковано к женщинам, актрисам. Но мало кто задумывается, каково приходится в нашей индустрии актерам, мужчинам. Американская студия Vice сняла 12-минутную документалку о том, как проходят мужские кастинги. Как вы уже поняли, порно – это огромная индустрия, и чтобы работать в ней в качестве актера, требуется подходить по многим стандартам и характеристикам. Как правило, для мужчин это даже больший стресс, чем для женщин. Признайтесь, вы ведь наверняка думали, а достаточно ли у меня большое, чтобы попробовать себя в этом жанре? Короткометражка приоткроет завесу к особенности мужского кастинга в рамках реалити-шоу Саманты Мэг «Порно Bootcamp». Ролик целиком вы найдете по ссылке в описании. Pornhub раздал награды Models of the Year по итогам 2019 года. Сайт традиционно выделяет лучшую профессиональную модель, любителей и новичков года. Так, лучшей профессиональной моделью Pornhub неожиданно стал мужчина Алекс Адамс, который является генеральным директором студии Family Therapy и снимает отличные ролевые видео, оставаясь при этом примерным семьянином. Лучшей моделью-любителем стала Little Рейслин, которая умудрилась за 1,5 года на сайте набрать 342 миллиона просмотров своих видео и 653 тысячи подписчиков. Это действительно впечатляет, но лично мне очень приятно, что новичком года стала моя знакомая модель Солозола, с которой, кстати, перед Новым годом мы сняли отличное видео вместе. Девочка на протяжении всего года стабильно держится в 5 лучших моделей Pornhub и довольно часто занимала там первое место. Ну что, как вам первый выпуск? Мне кажется, получилось очень интересно и познавательно. А главное, больше вы не будете теряться в огромном мире развлечения для взрослых, как слепые котята. Но чтобы я могла оставаться вашим проводником и дальше, поддержите это видео лайками и напишите в комментариях, какие новости из мира порно вам еще интересны. А также не забывайте поделиться этим видео с вашими друзьями и знакомыми, чтобы не пришлось смотреть его украдкой. В описании к этому видео вы найдете все ссылки на мои соцсети, а также сегодняшние новости. Фу, теперь точно все. Увидимся через неделю, мои сладкие. Трусики в попу режут. Все, базары эти, вокзалы. Это вот все новости.